40 минут. Ровно столько длилась полная изоляция 4 астронавтов от всей человеческой цивилизации. В апреле 2026 года экипаж миссии Артемис-2 столкнулся с тем, что наука называет аномалией, а здравый смысл – сбоем в матрице. Под их ногами на огромной глубине затаился объект массой в 2 квинтиллиона килограммов. То, что они почувствовали внутри стерильного корабля, и те сигналы, которые они получили в вечной тени, заставляют спросить, к чему на самом деле нас готовит глубокий космос. Луна – это совсем не то, что вы о ней думаете. 53 года с момента последнего визита миссии «Аполлон» мы убеждали себя, что этот серый камень полностью изучен. Но мы ошибались. Добро пожаловать за грань реальности. Вы на канале «Атмосфера и жизнь». Сегодня мы отбросим официальные пресс-релизы и разберем факты, что именно скрывает глубокий космос от человеческого мозга. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Глава 1. Рекорд и абсолютная пустота. Сначала факты. 1 апреля 2026 года с мыса Канаверал стартовала самая мощная ракета в истории НАСА – Space Launch System. На ее вершине находился корабль «Орион», получивший от экипажа имя Integrity – честность. Внутри 4 человека – Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансон. Они отправились дальше, чем кто-либо из живущих на Земле, побив рекорд дальности со времен Аполлона-13 и удалившись на ошеломляющие 248 655 миль. Но сухие цифры не передают того, что они испытали. Когда корабль находился в десятках тысяч километров от дома, Земля стала размером с точку. Командир Рид Уайзман позже признался: есть огромная разница между знанием того, что Земля маленькая, и реальным пониманием этого при взгляде в холодный металл иллюминатора. Кристина Кох описала это так: Земля превратилась в одинокий светлый шар, а экипаж осознал, что они на маленькой спасательной шлюпке в бескрайней вселенной. Глава 2. То, что скрыто на темной стороне. 6 апреля корабль «Орион» скрылся за обратной стороной Луны, опустившись на высоту около 4000 километров. И тут Луна заблокировала все радиосигналы. Никакой связи с Хьюстоном. Те самые 40 минут астронавты находились наедине с самым истерзанным ландшафтом в Солнечной системе. Обратная сторона – это сбой в матрице. Кора там на 50 километров толще и покрыта стеной из кратеров. Именно там находится бассейн Южный полюс Эйткен глубиной 13 километров. Под его дном ученые обнаружили гравитационную аномалию массой минимум 2,18 квинтиллиона килограммов, эквивалент 5 больших островов Гавайев. Эта масса металла буквально тянет дно кратера вниз. Скорее всего, это ядро древнего астероида, застрявшее там 4 миллиарда лет назад. Экипаж Артемис-2 стал первыми людьми, увидевшими этот шрам своими глазами. Друзья, прежде чем мы перейдем к пугающим магнитным призракам, напишите в комментариях, как вы считаете, готова ли психика человека к таким масштабам пустоты? Или есть вещи под поверхностью Луны, которые нам лучше никогда не тревожить? Я читаю каждый ваш комментарий. Давайте обсудим это прямо сейчас. Глава 3. Горячий гранит и магнитные призраки. Тяжелый кусок металла – не единственная загадка. Под поверхностью темной стороны есть температурная аномалия, которая стабильна на 10 градусов теплее среды. Ученые считают, что это гранит, но он образуется только при наличии воды и тектоники плит, которых на Луне никогда не было. Что еще теплого скрывается под этой толщей? Радары также фиксируют гигантские лавовые трубки, способные вместить целые города.
А на поверхности есть формация Рейнер-Гамма. Яркий закрученный узор. Это не возвышенность, это магнитный призрак. У Луны миллиарды лет нет глобального магнитного поля, но эти светлые завихрения продолжают существовать, и наука бессильна это объяснить. Глава 4. О чем умолчали пресс-релизы. Этого нет в парадных роликах НАСА. На третий день полета в стерильном изолированном вакуумом корабле внезапно появился запах. Астронавты доложили, что пахнет старым электрическим нагревателем, который долго не включали. Откуда в вакууме взялся этот запах, публично так и не объяснили. Дальше больше. 7 апреля экипаж провел исторический 15-минутный звонок с МКС, но он прошел исключительно в аудиоформате. Почему отключили видео? На следующий день после облета прошел Science Debrief – совещание с учеными для сбора свежих впечатлений. НАСА заранее анонсировала его, но ни слова оттуда так и не опубликовали. Во время затмения экипаж снял слабое несимметричное пятно около лунного диска. Дефект камеры или нечто иное. Комментариев нет. Слова, сказанные без цензуры, скрыты от нас. Глава 5. Риск возвращения и сбой в физике. 11 апреля корабль приблизился к Земле. Началось самое опасное. Орион входил в атмосферу на скорости почти 33 махов, в 33 раза быстрее звука. Плазменный щит разогрелся до 5000 градусов, из-за чего связь пропала на 6 минут. Инженерам пришлось кардинально изменить траекторию посадки. В прошлый раз на Артемис-1 куски теплозащитного экрана начали откалываться от перепада давления. Щит мог не выдержать людей. Поэтому для Артемис-2 выбрали более крутую траекторию, сократив время пикового нагрева. Эта уловка спасла экипажу жизнь, и корабль приводнился у берегов Сан-Диего. Заключение. Сбой восприятия. Пилот Виктор Гловер произнес фразу, идеально описывающую наш мир. Человеческий глаз и мозг эволюционно не предназначены для того, чтобы видеть подобные вещи. Он сравнил лунные кратеры с черными дырами, через которые можно провалиться к центру Луны. Астронавты видели вспышки от микрометеоритов, первобытную жестокость космоса. Прошло всего несколько дней с момента их возвращения 11 апреля. Первые поверхностные отчеты только-только начинают публиковать, данные собираются. Но самое главное, вероятно, останется за кадром. Они вернулись другими, увидев, как наш мир сжимается до пикселя. А что думаете вы? Скрывают ли от нас истинные находки? Или нам просто рано знать правду? Если выпуск расширил ваши горизонты, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на канал «Атмосфера и жизнь». Мы продолжаем искать баги в нашей матрице. До встречи за гранью реальности.